Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся возле Дмитровского шоссе, рядом с одноименной станцией московского метрополитена, станцией метро Дмитровская. Выход виден с противоположной стороны. Рядом расположена станция железнодорожная с тем же названием Дмитровская. Но объектив нашей камеры повернут в сторону центра. А позади нас уже второй выход станции метро, и вот так вот он по-современному выглядит. Метро постоянно модернизируется, а вместе с ним и выходы, переходы и станции. На первый взгляд нас манит противоположная сторона Дмитровского шоссе, потому как в ней просматриваются магазины, светлые улицы, что-то такое нас именно тянет всегда туда. Но, возможно, это и иллюминация, или ощущение какой-то насыщенности, но это все обманчиво, и я сейчас вам покажу обратное. Мы с вами выдвинемся в ту часть, которая, наоборот, не такая светлая и насыщенная. И я чуть больше чем уверен, что она вам очень понравится. Для этого нам нужно продвинуться в сторону жилого сектора, который вы видите сейчас в объективе. Мы пройдем вдоль фактурной Сталинки и пойдем к территориям хлебозавода. Да-да, вы не ослышались. Именно туда мы с вами и пойдем. На территорию бывшего завода. А далее перейдем на территорию соседнего. И вот так вот выглядит сегодня один из его входов со стороны станции метро. И наш с вами обзор будет сегодня именно здесь. На канале мы с вами наблюдаем за городом, за его развитием, как он меняется и развивается. Поэтому тем, кто еще не подписался на канал, я рекомендую это сделать. Подпишитесь, не забудьте нажать на колокольчик, который в последующем вам даст напоминание о том, что вышел очередной новый мой сюжет. Итак, давайте подойдем к карте и посмотрим на нее. Изначально мы ознакомимся с планом, на котором подробно изложено, что здесь есть, в каком корпусе, и картой самого завода. Вот такой вот список вам предоставлен. И вот такое расположение корпусов и общий вид хлебозавода. Итак, что же сегодня происходит на территории, какая она, какой ее сегодня мы увидим, какая у нее новая жизнь. И давайте на это все дело вместе с вами посмотрим и пройдемся по новой территории этого прекрасного места. Что же такое хлебозавод? Это новое место силы и креативного сообщества Москвы. Территория объединяет сразу несколько сфер жизни современного городского жителя. Здесь можно открыть общественный или совместный шоурум, кофейню, организовать гастрономический или музыкальный фестиваль, арендовать офисное пространство с выходом на крышу или лофт под студию. На территории хлебозавода благоустроено много различных площадей, ритейл-пространств, офисных пространств, лофт-резиденций. И проект «Хлебозавод» отличается от остальных хард-кластеров своей конструктивистикой, архитектурой, которая отсылает нас к эпохе авангарда. В формировании общей территории используются принципы конструктивизма и социальной архитектуры. Здесь главное преимущество каждого здания в отдельности и всей территории в целом – это функциональность и многозадачность. Жители хлебозавода смогут взаимодействовать друг с другом в рамках открытого жилого пространства. На территории организованы велосипедные дорожки, пешеходные тропинки, установлены малые архитектурные формы для отдыха посетителей, общая большая парковка, на которой можно запарковать любое транспортное средство, и даже такое, которое вы сейчас видите, и будет достаточно свободно. Специальные площадки для проведения маркетов, выставок и других активностей. Заводы в Москве по-прежнему стоят и заполняются новыми идеями, мыслями, взглядами и современными рациональными подходами. Фабрику, выпекающую хлеб, осваивает команда, ответственная за новую жизнь. И все это мы с вами, конечно же, посмотрим. На Дмитровской улице по соседству хлебозаводом расположен еще один дизайн-завод «Флакон», где также предоставлено новое городское пространство, мы тоже его увидим. На самом деле концепция разная, но очень интересная. Команда хлебозавода делает упор на культурно-образовательные мероприятия, связанные с искусством, театром, модой, архитектурой. Постоянно находится в поисках команд, которые могут спродюсировать масштабные мероприятия
способные охватить обе территории целиком. И чтобы снять, например, сегодня офисы на Флаконе, арендодаторы стоят в очереди. Так что расширение на соседние земли выглядит логичной, потому как есть спрос. Общие помещения, облагораживание территорий возьмет на себя известная компания, которая говорит, что собирается развивать хлебозавод, в том числе и с благородной миссией, ради спасения непризнанного памятника индустриального авангарда. Команда выяснила, что хлебозавод находится в банкротном состоянии, и стало также известно, что люди, которые его банкротили, хотели тут все посносить и застроить высокими зданиями из монолитного бетона. Сама же команда считает этот комплекс не просто архитектурно интересным, это реальный памятник конструктивизма, который они взялись спасти. Обе пространства, Флакон и хлебозавод, планируют связать. Концепция развитие предусматривает превращение всей территории в большой пешеходный пассаж, этакий индустриальный парк с видом на проносящиеся поезда. Итак, давайте на все это посмотрим, и наше традиционное «Вперед!».